Президент Всемирного банка и по совместительству протеже Трампа Дэвид Малпас уходит досрочно со своего поста. В отставке он окажется на год раньше, чем изначально планировалось, уже в июне этого года. И, как заявил Малпас, он гордится проделанной работой, а его увольнение многие связывают с критикой климатической политики, которая сейчас во многих западных странах это мейнстрим. Так или иначе, но на повестке весенней сессии этой организации оказался поиск путей выхода из тупиковой ситуации, в которую попали беднейшие страны мира. Причина – неподъемный объем долгов. О них Дэвид Малпас написал даже целую статью. Лучшим выходом стала бы политика, которая бы способствовала большему росту, увеличению производства, повышению уровня жизни людей. И, конечно, именно в этом заключается цель Всемирного банка. Такова наша стратегия в отношении развивающихся стран. Нам нужно вырваться из этого порочного круга, когда мировой капитал поглощается только выплатой национальных долгов и расчетами с теми, у которых уже есть деньги. Необходимо использовать эти ресурсы в производственных целях для новых инвестиций. Всемирный банк – это крупная международная финансовая организация с главным офисом в Вашингтоне. Она занимается тем, что предоставляет кредиты, беспроцентные займы и гранты целым странам. В состав входит 188 международно признанных государств, и еще одно частично признанное – это Косово. Всемирный банк был открыт в 1945 году и сыграл важную роль в послевоенном восстановлении экономики. Сейчас у нас на связи Евгений Гуревич, консультант по инвестициям. Здравствуйте, Евгений, я приветствую вас в нашем эфире. Вот на ваш взгляд, почему трамповский назначенец досрочно уходит со своего поста? В чем причина? Причина, как выглядит, обоснована политикой. В сентябре, в конце сентября, бывший вице-президент США Эл Гор попросил Малпаса публично сказать, что изменение климата является результатом действия человечества, что Малпас отказался делать, сказав, что я не ученый, после чего буквально на следующий день Министерство финансов США выступило с заявлением о том, что оно ожидает от руководства Всемирного банка ведущей роли в вопросах климата. И в середине уже февраля 2023 года Малпас объявил о своем намерении, и я думаю, что это было сделано под давлением правительства США, которое все-таки является крупнейшим акционером и финансирующей стороной Всемирного банка. Как вы оцениваете прогнозы, которые дал Дэвид Малпас? На отдельном заседании Малпас, как его коллега из Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, заявили, что они ожидают, что среднесрочный рост прогноза — это где-то 3% в течение следующих 5 лет. Но эти прогнозы, они известно неточные. Например, в конце 90-х Всемирный банк проявил чрезмерный оптимизм прямо перед финансовым кризисом. Результаты ковида, они тоже, мягко скажем, неправильно оценились с экономической точки зрения. И поэтому я думаю, что это примерно, чуть лучше, чем гадание на кофейной гуще. А вот вы как раз сейчас сравнили прогноз Всемирного банка с прогнозом Всемирного валютного фонда. А вообще, какова роль Всемирного банка в глобальной экономике? И чем она отличается вот как раз от МВФ, например? Как вы совершенно справедливо заметили, и та, и другая организация были созданы в 1944 году во время Бреттон-Вудской конференции. Сравнить их можно примерно так. Задача Всемирного банка — это сокращение бедности и содействие устойчивого развития развивающейся экономики различных стран, в основном стран, которые не входят в состав так называемого первого мира. МВФ отвечает за поддержку валютной стабильности, и, соответственно, они, если Всемирный банк — это некий долгосрочный партнер стран по развитию, то МВФ больше похож на глобального финансового пожарного, который приходит на помощь, когда уже происходит финансовый кризис в той или иной стране или, не дай бог, во всем мире.
Ну что ж, спасибо большое. Евгений Гуревич был с нами, консультант по инвестициям. Спасибо за участие в нашем эфире.